Привет, привет, мои дорогие черные волшебные котики. Мы с вами сейчас погадаем на тему, порачешем ваше окружение. И гадать мы будем на таком вот. Это не Таро, девочки, это оракул. Это шаманский оракул. Seasons of the Witch. Сезоны ведьмы. И сейчас мы, дорогие, посмотрим, что творится в вашем окружении, на кого обратить внимание, на кого нет. Этот расклад нам предложила Виктория Т. И ей за это спасибо, потому что давным-давно мы не раскладывали на эту тему. Что же в вашем окружении, девочки, может быть? Вы не замечаете кого-то. Я, кстати, очень люблю такие расклады. И даже для себя. Помню, девочки, знаете, сделала на Золотом Таро Густава Климта. Вот себе раскладку положила. Написала все имена из своего окружения. И прям написала, что выпадало мне на картах. И знаете что? У меня же тоже есть такое психологическое отношение какое-то по-доброму, да, к кому-то. И знаете, карты в некоторых моментах показывали мне, что чего-то надо опасаться. Я этому последовала и прям потом жирненькие плюсики ставила в этой себе табличке, потому что оно все сбылось. Так что к окружению надо относиться с опасением, мои дорогие, да, потому что всякое может быть. И сейчас мы с вами посмотрим на Seasons of the Witch, на шаманском оракуле, разложим на ваше окружение и посмотрим. Вот прям тех людей, с которыми вы очень часто общаетесь. Это люди на работе, это близкие люди, те, которые будут вам встречаться в ближайшее время. Что от них ожидать, кто как к вам относится, и просто вот даже не называя каких-то определенных людей, мы с вами посмотрим. 4 варианта у нас будет, и кто у нас выскочит. Загадывайте. Мы чешем, прочищаем, я бы так сказала, наше окружение. Первый вариант — ваше окружение, второй вариант — окружение, третий вариант окружения и четвертый вариант — ваше окружение. Давайте посмотрим, кто вас окружает. Может, где-то что-то выстреливает, может, где-то какая-нибудь падла затесалась, а может, где-то хороший человек. Ваше окружение. Давайте его просмотрим. Ну что, выбрали? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Знаете, некоторые, кстати, вы можете выбрать один вариант в общем, посмотреть окружение, да, но если у вас где-то какие-то вопросы возникнут, да, вы можете выбрать отдельный вариант для какого-то определенного человека. Но так как я буду говорить про окружение, вы все-таки можете немножко это все подвинуть именно к этому человеку. Ваше окружение сегодня. Чего ждать, опасаться или не опасаться и все такое. Ну что, давайте посмотрим ваше окружение. Первый вариант. Что в вашем окружении? Кто в вашем окружении? Паук, девочки, выпал. Спайдер. Если вы здесь загадывали какого-то конкретного человека, я вас поздравляю в кавычках, потому что у вас либо уже давно существующий враг, либо он только нарисовывается. Это может быть... Это, кстати, женщина, сразу говорю. Мне прям отсюда веет, хоть тут на шаманском этом оракуле, получается, в основном ведьмочки-то и нарисованы, да, но у вас выпал спайдер. Спайдер — это по-английски паук, мои дорогие. Это говорит о том, что в вашем окружении паучиха. Драная сволочь, которая очень плохо к вам относится, которая завидует, которая следит за вами всеми своими 8 глазами и почесывает все свои 8 лап, да, сколько у пока членистоногих, по 4 лапы с каждой стороны. Вот она, тварина вылезает, мои дорогие. И причем эта тварина, это по-любому 100%, 100% женщина. Даже если кто-то мужчина выбирает здесь, да, я тебе скажу сразу, это женщина. Причем вы даже как-то, знаете, по внешности реально, если будете присматриваться, вы будете видеть вот эту вот паучесть ее, да. Это либо большие сиськи, большая грудь, либо большая попа. Причем одежда как-то на ней не очень красиво сидит. Вот прям читается какая-то мясистость от этого тела.
Кстати, вот если мы болтаем еще тоже, да, когда мы делаем расклады, я вам скажу одну вещь. Женщина сегодня тоже ко мне приходила, и она мне рассказывала такую вещь, что она говорит: я сейчас увольняюсь для того, чтобы на лучшую работу устроиться. И она сказала в этом своем коллективе из 3 женщин. И, короче, одна ничего не сказала, а потом подкараулила ее где-то за дверями, да, и аж расплакалась от того, что она увольняется с худшего места на лучшее, понимаете? Аж слезы пошли у этой женщины от зависти. Она мне рассказывала, что это вообще уже офигевшая просто. А не то, что она там классная подруга. Нет, от зависти. Потому что этот человек работал бухгалтером и сейчас работает уборщицей, да. И мы выпрямляли эту ситуацию с уборщицей, мы возвращаем ее на все на круги своя. Бухгалтер, банковский работник, да, хорошая должность была, но вот жизнь так подкосила. Но вот она уже написала заявление на уход. Я могу себе сказать, что мы все-таки нашли новую работу хорошую, да, а у нее сейчас крылья расплавлены. И это все видит, и такая же паучиха, понимаете, слезу уже пустила из-за того, что уходит из-под контроля. Так что вот у вас та же такая же хищница, это абьюзерша, манипуляторша, противная баба. Причем она еще и либо склонна к полноте, либо полная девочки. Потому что вот прям вижу вот эти вот либо большие груди, или большую грудь, да, кому как нравится. И вижу вот юбку, да, но какие-то складки на животе, складки из одежды. И знаете, если кто-то думает на человека, которую зовут Ирина, и Лилия, Юлия, возможно, да, там такая вот буква И протяжная, как идет. Так что если вы на это думаете, то вот у ее это имя идет. И свистящее что-то, как будто когда она свое даже говорит имя, или вот произносит что-то со свистом каким-то, такой вот, ну, я не знаю, это шепелявость или... Нет, не шепелявость, но такое протяжный свист какой-то, когда говорит она. С И связанная. Вот и все. Зависть, очень большая зависть у этой женщины к вам. Причем даже она может быть совсем другого возраста, не такого, как вы, да. То есть, если вы молоденькая девочка уже более взрелая, то она может вообще не соответствовать вам по возрасту. Главное, что она полненькая. Вот это вот главное, да, вот это вот паучиха. А давайте еще глянем. Давайте еще глянем. Прочешем ваше окружение. Первый вариант. И оракул достаем. Grid of Darkness выпало вам. Это сплетни, мои дорогие, идут, да. За вашей спиной есть определенные сплетни. И прям конкретно даже могу сказать вам, что с чем эти сплетни связаны. Они связаны либо с вашим автомобилем, либо с тем, что вы водите машину, либо тот, кто вас подвозит куда-то. Это связано вот каким-то образом связано с машиной. Если вы, например, работаете на работе логистом, там, снабженцем, там, кем угодно, то и с машинами, но как-то это связано с машинами. То есть обсуждают по-черному вас за спиной что-то связанное с автомобилями. И вот, а причем это паучиха здесь? Это она разводит сплетни? Candle Magic. Есть люди, которые на вашей стороне. У вас поддержка больше, чем у нее. На вашей стороне другие светлые силы. И она, это все-таки с нее, она, получается, знаете, манипуляторством, шантажом, хочет как-то людей перевести на свою сторону. Но она как собирает вокруг себя какую-то, знаете, ну не армию, да, свиту какую-то, но у нее этой свиты нету, и она пытается собрать. Она как кидается с этим людям, подходит сама. Она не то, что там общительная, да, она подходит заискивающе как-то. И дело в том, что на вашей стороне тоже есть светлые люди. Это и мужчины, кстати, и женщины.
И она вот видит вас и вашу как свиту какую-то, да, и она хочет в противовес вам создать вот эту вот свиту. В идеале, конечно, бы хотелось бы ей и вас подмять под себя, но у нее как-то это не получается. Либо она пробовала и не получилось, либо она даже, как говорится, не подходит к вам. Но тут вот как-то такой вот от зависти идет, но как будто она не на своем месте. Знаете, это как паук приполз, и вот он так вот своей этой толстой большой попой пытается умоститься в этот угол, чтобы начать видеть здесь гнездо. Это как залетная какая-то. Я обращу ваше внимание, что обращайте еще на цвет волос, да, у нее он как будто бы не идет к ее лицу, этот цвет волос. И тут я даже хочу сказать про масть, да, как она выглядит, да, но м, мне почему-то ее волосы, они не согласовываются с ее телом, да, они какие не подходят. Это как будто не ее. И знаете, хотелось сказать, что она темная, да, но в то же время мне не хочется как обижать вот темных людей вот тем, что она такая, какая-то не такая. Короче, девочки, есть вражина, реально вражина есть. Но за вас ваша свита. Вы, получается, больше, знаете, люди ж тоже не дураки. Люди, вот кто-кто, но люди не дураки. Они видят добрых людей, хороших людей, да, наивных, дурачков, простачков там или еще кого-нибудь. Они видят, да. И на вашей стороне, как говорится, правда. А она вот как будто вновь устроилась на работу и пытается там что-то делать. Или это вот как не в своей тарелке, не в своей шкуре. Вот все не ее, не ее, не ее это место. И вообще какая-то такая залетная бабиха. Вот такие дела, мои дорогие. Я не буду тут больше уже доставать карт, да. Я вам скажу, что она активно прям в вашу сторону действовать не будет, но будет какой-то такой вот абьюз, шантаж, интриги, сплетни с вашей стороны. В это время надо более так спокойно, не конфликтовать со своими коллегами, да, быть более благожелательной, добродушной, избегать вот этих скандалов, потому что, скорее всего, вот могут вас провоцировать на что-то. То есть бывает у нас ПМС, бывает мы пьяненькие, да, и начинается, и нас понесло, да, и вот главное, чтобы вас не понесло, чтобы вы никому ничего не высказывали сейчас в ближайшие дни. Я бы вам даже сказала вот дней 9, да, и такое ощущение, что она все равно как исчезает. Она исчезает потом с вашего горизонта. То есть она ненадолго. Вот такие дела, мои дорогие. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант давайте посмотрим. Прочешем ваше окружение. Хиллер выпал вам. Я вам скажу, что тут даже не в окружении вопрос, а это какой-то эгрегориальный вопрос, к которому вы... это эгрегор, к которому вы относитесь. Это либо какое-то святое место, либо это храм, либо это даже магия, которой вы занимаетесь, да. То есть вы как находитесь в... эм, это как это назвать-то? Это такая, как, знаете, как сфера какая-то. Здесь нету. Я вот сейчас по одной этой карте, по одному этому оракулу скажу, что вы как в каком-то в своем коконе. Из гусеницы превращаетесь в бабочку. И для того, чтобы вы были бабочкой, вам нужно находиться в каком-то таком коконе. Что это за кокон может быть? Да? Это кто-то может находиться в больнице. Девочки, если кто в больнице, выздоравливаете. Это может быть какое-то святое место, это может быть место отдыха, это может вы гостите где-то в гостях и все остальное. Это какие-то стены, которые помогают вам, как ни странно, да, от чего-то защититься, выздороветь, возможно, да, и это, но это ваш кокон, ваш кокон.
Это ваше. Если вы вот, и причем это может как и физически, да, существовать вот это вот место, но это может быть и эгрегориальное место, которое идет вместе с вами, да. Вот вы, вот знаете, как аура святого человека, допустим. Вот он, где бы он ни появился, да, то получается там свет идет какой-то. И где, например, очень хороший целитель находится, аж хочется с ним рядом находиться, да. И вот вы вот в таком вот ореоле, я бы так сказала. Причем это нифига не просто астральное тело ваше, да, это нет, это что-то шире. Это даже вот, я бы сказала, если по метрам, то это метров 20-15 метров вокруг вас какое-то такое вот пространство, сильное пространство, в котором вы как яйцо, в котором находится зародыш, да? Ну, давайте еще посмотрим. Прочешем ваше окружение, мои дорогие. Либо на вас реально такая хорошая защита стоит, либо вы сами с такой вот природной защитой. Ну, интересный тут, конечно, вариант. Давайте посмотрим ваше окружение еще. Ну, что я вам здесь могу сказать по анцестору? У вас как... Тут, девочки, как ни странно, окружение вообще не читается. Вот как ни странно, окружение не читается. Читается именно вот это вот ваше поле. Знаете, как в этих фантастических фильмах город, который выжил на Земле, и вокруг него электромагнитное поле, которое не дает прорваться ракетам, бомбам, НЛО, вампирам, зомби и всем остальным, да. То есть это какое-то такое вот вокруг вас прям место. И почему-то карты очень сильно топят на то, что вы, когда вы выйдете с этого кокона, как в другой мир, как будто вас сейчас вот что-то защищает, да, вот в мячике, вы куда-то катитесь, а потом это яйцо или мячик разорвется, расклеится, рассыпется, да, и будете вы совершенно в другом месте, в другой реальности. Это связано с вами, и отцепиться я от вас не могу. Ну, давайте еще попробуем отцепиться, да? Посмотрим ваше окружение людей живых. Посмотрим здесь. А невозможно отцепиться. Вот помните, я вам сейчас говорила, да, что как мяч куда-то тянетесь, как яйцо куда-то катитесь, а потом яйцо разобьется, и вы выйдете, да? И вот ваш Джорни тоже об этом говорит. Какой-то путь. Вас выводит на этот путь. Сейчас даже окружение можно даже не рассматривать, да. Вы прям, как говорил мой философ, да, вещь в себе. То есть даже окружение вообще ни капельки на вас хреново не влияет. По одной простой причине, потому что вы вы в каком-то, не знаю, как это сказать даже, в каком-то защитном месте. Вот это реально очень что-то большое. Это не просто вы, а вы в каком-то месте. И причем это все за вами двигается. Поэтому я об этом и говорю, что это кокон какой-то, какое-то яйцо ваше защитное, которое не дает окружению вашему на вас влиять. Потому что для вас ваш путь, да, вот прям вы должны пройти и все. Тут про окружение ничего нет. Здесь во втором варианте окружение не читается. Читается ваше вот это защитное электрополе, электромагнитное поле. Кстати, недавно смотрела какую-то передачу про евреев, да, и какой-то журналист спрашивает еврея одного, типа, вот мне так интересно, вот они так интересно говорят, да, говорит, а что вам Бог отвечает, или там вы слышите Бога? Он говорит, ну, у нас за радиосвязь отвечают другие люди. Что-то такое вот он сказал. Радио, понимаете? Радиоволна. И вот, как говорится, об этом много кто знает. И у вас, получается, вот это вот ваше поле,
Либо вы ведьма, экстрасенс здесь, да? Какая нахрен разница, какое у вас окружение? Вы все равно это окружение, ваша энергетика, ваше электрическое, волновое, там, квантовое поле, оно перемолит всех существ, которые попадают в вашу зону видимости, да? Вы как перерабатываете. Ваш эгрегор все равно это будет подносить на блюдечки с голубой каемочкой вам. Окружение не важно. Даже если вам кажется, что у вас есть враги, да их, пусть они будут, эти враги. Потому что нас не убивает, делает нас сильнее. И вот эти вот враги, они просто дают вам толчок для того, чтобы двигаться дальше, выше, сильнее. Да? Добрые люди встречаются вам для того, чтобы вот это вот поле их засасывать, чтобы они вам помогали, да. Всякие случайности в вашей жизни не случайны. Вы просто, знаете, вот здесь читается какая-то святость. Хотите верьте, хотите нет, но я так думаю, что если кто-то уже понимает, кто он есть, да, хорошо. Кто еще не понимает, вы обязательно до этого дойдете. От этого никуда не деться, мои дорогие. Ладно, тут окружения девочки нету. Здесь полностью ваше поле, понимаете? Ваша энергетика, ваш эгрегор, да? Вы там, где вы нужно, чтобы были. Люди вокруг вас — это те люди, которые нужны, которых подтянуло вот это вот 25 метров вокруг вас, подтянуло их для того, чтобы переработать так, как вам нужно. Вы прям сила сильная. Вот такой вот, мои дорогие, странный, но я, например, как никто его понимаю, в плане того, что вот если читать этот вариант с точки зрения ведьмовства, колдовства, да, то это прям то, что доктор прописал. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, прочешем ваше окружение, мои дорогие. Intuition у нас выпал шаманский такой вот оракул. А вы видите, вы правильно считываете и плохих людей, и хороших людей. Причем вы это видите не только для себя, но видите и других. Вам, как говорится, можно прийти на работу, либо по своему окружению прям говорить и советовать и намекать, кто против, кто за. И вы все видите, вы чувствуете, вы своим телом, кожей чувствуете всех людей на самом деле, как они есть. Даже когда вам кажется, что вы глупые и наивны, да, может быть, иногда кажется вам, но дело в том, что вы реально очень суперски разбираетесь в людях. Вы их чувствуете, вы видите их насквозь. Все свое окружение, вы верно все знаете про каждого. Давайте прочешем ваше окружение еще, мои дорогие. Seduction. Ну, а этот оракул нам, девочки, говорит, что... Вот я вам говорю, давайте, действуйте, действуйте, действуйте. Вот обратите внимание, лесные нимфы, да. Это определенная даже категория ведьм. Под луной танцуют, да, мастера и Маргариты. У нас здесь с вами мы собрались Маргариты, девочки, да. Увы, такая дама, которая очень сильно связана с стихией Земли тоже. Вы можете, кстати, целительствовать, да, лечить людей. Вы об этом задумывались? Причем вы можете как и руками, так и взглядом, так и словом лечить людей. Вот у вас сюда способности идут. Если вы еще из земляного знака какого, да, то цены вам нету, мои дорогие. Вам бы врачами работать. Даже вот иногда бывает, встречаются, редко, но встречаются вот такие вот продавцы. Они за прилавком стоят, и ты вроде у них что-то покупаешь, но этот человек вроде тебе и ничего не сказал, но тебе так хорошо стало, да, то есть он не то, что ты подсосался от него, а он тебя как-то даже немножко полечил. Вы на это обращаете внимание или нет? Вот даже вот обращайте внимание на продавцов. Вот обратите внимание, да, кто высасывает с вас энергию, кому вы вообще равнодушны, вот как кто автомат. А некоторые люди прям на кассе, да, я обращаю на это внимание просто, и они как подлечивают себя.
Так что, дорогие мои, кем бы вы ни работали, я вам скажу одну вещь. Занимайтесь, пожалуйста, магией, занимайтесь эзотерикой, идите в мистику, идите, мои дорогие, лечите людей. С вас суперпсихологи, суперврачи получатся, да? То есть вы можете очень хорошо влиять на людей. Очень хорошо. Вот такие вот дела, мои дорогие. Давайте еще посмотрим. Все-таки мы окружение прочесываем. И у вас, кстати, окружение то, которое должно быть вокруг вас. Rebirth. И вот смотрите, говорю, целительствовать, да, и вот смотрите, перерождение. Перерождение, мои дорогие. Тоже ведьмовской такой вам выпал этот вариант. Колдовской, такой мощный, связанный реально с конкретной магией. Я так думаю, если вы еще не чувствуете себя ведьмой, я вам сразу скажу, что вы это почувствуете. Не сейчас, может, скоро. Либо вы уже все знаете, в принципе, про себя. Тут окружение какое? Да вам, знаете, что волк, что заяц на самом деле, да? Они все равно будут вам послушны. Даже вот когда у вас какой-то враг возникает, этот враг просто чувствует вашу силу. Понимаете? Он не возникает просто так. Его начинает трепыхать, он начинает нервничать, он начинает вибрировать, трясутся руки, зубы, скулы, да, при виде вас. И когда вас кто-то ненавидит, кто-то не любит, да, вы не думаете, что вас там за внешность или за какую-то работу, что вас не любят. Нет, вас, если кто-то не любит, вас не любит именно потому, что люди чувствуют подсознательно, что вы та, как говорится, интуитивная ведьма. Понимаете? Возле вам очень нужны такие толковые подруги, такие же, как и вы. Вам нельзя находиться с пустышками, с вампиршами, с женщинами, которые вам завидуют. Убирайте их со своего окружения, да, потому что вы, как ведьма, с вас могут подсасывать вот эту энергетику, лярвы и все остальное, да. То есть вы можете быть не защищены от этого. К чему я это говорю? О целительстве, да. То есть кто-то кровосос, а кто-то донор. И вот вы волшебный донор. Но дело в том, что вы должны отсекать от себя вот этих всяких паразитов, которые хотят от вас подпитаться. У вас должны быть подруги, такие же, как и вы, достойные женщины. Понимаете? Так что вот этих клух каких-то, от которых вы потом как выжатый лимон, даже не понимаете почему, да, просто избавляемся нахрен. И не надо их жалеть. Вот такие вот дела. И еще, девочки, вот по этому варианту, хотите верьте, не хотите нет, тут либо вы уже очень богаты, либо вы в будущем будете очень богаты. Тут идет богатство. Это земляной вариант и очень серьезный и четкий, да, тут идет богатство. Насчет вашего окружения, ну, а тут даже смысл говорить о вашем окружении, да. Вы все равно, вам, как говорится, надо дарить, да, свое тепло, отдавать свои силы людям, помогать, да, но именно те, которые вам нравятся. А те, которые будут на вас виснуть, тех надо отсекать, потому что очень много будет с вас этой энергии уходить, да, и будете чувствовать себя как выжатый лимон, если вас заставлять кого-то что-то делать, что-то лечить. Вас нельзя заставлять ничего делать, вы должны делать все так, как вы хотите, по-творчески. Вот вам пальнуло в голову — делайте. Не пальнуло в голову — говорите: не хочу, не хочу. Понимаете? И идет тут богатство такое. Будете очень богаты, когда вы будете придерживаться этого правила, если вы уже не очень богаты. Так что тут супер вариант. Тут очень, тут провидится. Вот если одним словом говорить, да, провидится. Если говорить о магии, это даже двурушница идет. Это целитель идет, да. Вы можете и с черными, и с белыми, если можно так делить, да, общаться. Вам очень близко именно целительство. И вам в знахарстве, во врачевании, если вы любите справедливость, например, юристами какими-то работать, да, вам туда все, туда наводить порядки, мои дорогие.
Так что тут, в принципе, ваше окружение вообще никакой роли такой существенной, чтобы вас подавить, нету таких людей. Таких просто нет в вашем окружении, которые могут вам сделать зло, подавить вас, там, привести к чему-то плохому и все остальное. Нет, мои дорогие. Просто на какие-то дела будет больше времени. Пойдете не по тому пути, оступитесь, упадете или еще что-нибудь, да, может быть, в жизни случится. Вы все равно встанете, подымете, пойдете, люди за вами пойдут, да, и все у вас будет хорошо. А окружение убираем всяких паразитов, лярв и все остальное, кому вы не хотите помогать. У вас должно быть «хочу» — делаю, не хочу — не делаю. Будете много делать того, что вы не хотите, будете жить бедно. Будете делать все, что вы хотите, будете жить богато, если вас так устроит. Все, мои дорогие, вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, прочешем ваше окружение и посмотрим. Allows I. Я вам скажу здесь так, по вашему четвертому варианту, да. У вас и хорошая такая способность видеть то, что не видят другие, или когда люди вас не замечают. То есть у вас такое, знаете, продолжайте вести наблюдение, да. То есть у вас очень хорошо получается какой-то такой шпионаж. У вас очень хорошо получается за кем-то подглядывать, да. И дело в том, что очень много вы можете понять, когда вы будете ходить на цыпочках, да, чтобы люди не думали, что вы что-то знаете. Ну, то есть тут о чем этот оракул говорит? О том, что ты будешь знать больше, если ты будешь подглядывать, если ты будешь подслушивать, и если ты будешь обращать внимание на людей, когда они не знают, что ты рядом, не знают, что ты есть. Если, девочки, кто-то не поставил себе еще какие-нибудь шпионские программы на телефоны, да, то ставьте. Кстати, могу посоветовать, да, если вам надо кого-то проверить. К чему эта карта выпадает? Что вам надо за кем-то пошпионить, потому что кто-то вам что-то не договаривает, кто-то что-то скрывает. И карты Таро, точнее не Таро, а шаманский этот оракул, он приглашает вас к подсматриванию, к наблюдению за кем-то. И, скорее всего, если вы тут загадали какую-то определенную персону, вот, знаете, просто из-под тишка, да, из-под двери где-нибудь. Вот подглядывайте, подглядывайте, подсматривайте, проверяйте там телефон или еще все, что возможно. Увидеть через плечо переписки и всякую такую фигню. Вас приглашают пронаблюдать. Ну, давайте еще посмотрим, что тут интересного будет. Окружение ваше. Давайте посмотрим второй оракул. Да, и смотрите, да, подглядывайте. И выпал Underworld у нас. У нас подземелье выпало, да. Второй мир, двойное дно. Понимаете? Вот это как раз-таки в подземелье второе дно и выпало, мои дорогие. Вас приглашают поподсматривать, куда-то заглянуть. Я думаю, что вот вам надо, например, выйти с кабинета, а потом подойти и поподслушивать что-то, перебирать, возможно, чьи-то другие чужие бумажки, заглянуть кому-то в телефон, возможно, да, либо в соцсети как-то. Ну, короче, понаблюдайте, что-то у вас откроется, какая-то вторая сторона медали есть какой-то какое-то подземелье, второе дно, и типа вы в эту замочную скважину должны подсмотреть и что-то увидеть. Это говорят вам карты. Давайте посмотрим еще ваше окружение. Hunted. Смотрите, hunted. Что это говорит о том, что вы что-то узнаете, вы кого-то найдете, вы что-то обнаружите, мои дорогие. Вы обнаружите чью-то какую-то другую тайну, о которой вы не знали. Держите ухо востро. Знаете,
И вот тут так даже интересно. Я вот специально не перевожу вам, что здесь написано на оракуле, да? Тут более-менее такое толкование написано, да? Но тут, тут знаете, в чем прикол написан, да? The breaking of the floor beneath your naked feet. The creaking of the walls as the cold kisses flesh. You are never really alone when in the company of heightens within bone. Не знаю, правильно я прочитала или нет, да, кто понимает английский, кто нет, но я вам скажу одну вещь. Такое тайное значение, да. Сломанный пол под твоей голой ступней, да, сломанный пол. Про это двойное дно я тут еще говорила, понаблюдать. Подкрасться надо. Подкрасться, мои дорогие. Окажется, а кому красться, я не знаю. Девочки, везде надо красться. Красться надо вам везде. Прям на пальчиках, да, как такая балерина, как бабка-ежка. Берете и крадетесь. Например, вам что-то строят, делают ремонт, вы тихенько прокрадываетесь, и вы что-то увидите. Если вы там загадали мужчину, и если у вас есть какие-то эти, возьмите, пронаблюдайте, подкрадитесь, подслушайте, что тут интересно будет. Тут будет что-то интересное, секрет какой-то. И он вас касается, кстати, что за секрет? Он вас касается косвенно, да? Это просто про какие-то другие чужие какие-то интересы, про какие-то чужие вещи, да, но вам будет очень интересно, потому что это будет вас касаться не напрямую, а косвенно. Я вот специально даже сейчас в общем говорю и не привожу каких-то примеров, потому что я думаю, что вы сами увидите, узнаете, почувствуете, да, что тут имеется в виду, что это за секрет. Если у кого-то хорошо работает интуиция, вы догадываетесь, да, о чем здесь речь идет. Вот такой вот у нас сегодня был оракул. Все, котики, пока-пока.